С Новым годом, выжившие! Привет, друзья, с вами Макс, и сегодня у нас новогоднее видео, в котором мы подведем итоги года, итоги в Сурвариум и на моем канале Play to Play. Полноценные итоги года в этот раз Восток Геймс подводить не стали, просто поблагодарили за неоценимую поддержку и неугасающий интерес к Сурвариум. Сказали спасибо, что мы с ними, и пожелали успехов в следующем году. Но мы помним, что проделала команда за прошедший год в недавних вопросах и ответах. Давайте коротко и еще разок. Добавлены пользовательские матчи и с ними клановые бои. Буквально на днях стартует 3-й сезон СКЛ. Это, конечно, полная инициатива игроков, но спасибо Восток Геймс, что они дали такую возможность. Кстати, они улучшили режим наблюдателя, так что смотреть и следить за клановыми боями будет еще интересней. Появился новый карабин Heckler & Koch 5 уровня, появился провальный режим пейнтбол, он должен был быть прошло-новогодним, но допилить они его не успели, поэтому выпустили примерно в феврале. Чисто по фану в него сыграть, конечно, немножко можно, но он не особо играбельный. То есть он довольно скучный, однообразный, и играть в него, постоянно и серьезно просто невозможно. Дальше по мелочи изменены правила некоторых игровых режимов, другая логика появления аномалий и артефактов, добавили 2 ветки умения и изменили некоторые из них, что в принципе неплохо, но на что-то этакое совсем не тянет. Бесполезное особое оружие, стандартные ивенты, которые не принесли ничего нового. Ивенты были классические, новогодние, на День Святого Патрика, а потом на 9 мая, затем летний, Хэллоуин, и опять стартовала новогодняя гонка вооружений. Не знаю, можно ли ее считать заслугой этого года или уже следующего, в общем, удобно, можно посчитать ивент сразу за 2 года. Особенно подрастроил 0.69 патч, вообще ничего нового, мелкие какие-то улучшения, кстати, обзор я еще не сделал. Скучно. В общем, год для Сурвариум, на мой взгляд, прошел неудачно. Я, конечно, уже не очень помню, что было в позапрошлом году, но вы можете вспомнить. Ссылочка на все мои итоги года в описании. Кстати, также напрягает это постоянная раздача доната. Мы получили ВСС Винторез на День Победы весной. Осенью на Хэллоуин мы получили КС-23М, который стреляет дробью. И Барретт на новогоднем ивенте. Я, кстати, этому так сильно обрадовался, что даже не сделал какую-то ремарку, что за целый год этот режим, не улучшился от слова совсем. Спасибо подписчикам, что верно подметили в комментариях. Тайминг со слепливанием снежка или же отламыванием сосульки так и не ускорили. То есть несколько секунд вы абсолютно беззащитны. И вообще, кривые респауны, постоянное несрабатывание удара прикладом и прочая дичь. Хотя бы от игры в этом режиме у вас Элла не растет и не падает. Единственная надежда остается на 0.70 патч, который будет в конце зимы, январь-февраль, по идее. Я надеюсь, эти полгода чиллаута разработчиков не были таким себе отдыхом, просто они потихоньку пилили что-то годное и не выпускали хоть какие-то более-менее адекватные обновления, потому что, разработка игры — это не конвейер. Так вот, насчет редкого оружия, 3 редкие пушки за год — это очень похоже на крайне плохую ситуацию в игре. То ли онлайн так сильно падает, что надо хоть как-то игроков затягивать в Сурвариум, то ли вместо 0.70 патча мы увидим закрытие всех серверов, потому что южноамериканские и южно-восточные сервера, они уже закрылись. Причем в ЕГЭ об этом никак не упомянули. Я не знаю, что они рассчитывали, ведь при выборе серверов мы бы увидели, что этих серверов нет, как, собственно, и произошло. И у меня вопрос.
И что дальше? Надеюсь, они просто сокращают расходы, потому что на этих серверах мало кто играл и просто не было смысла их содержать. Ну а на какой-то значительный рост онлайна в скором времени, как минимум в этих регионах, они не рассчитывают. Ну а теперь поговорим о чем-то более веселом. Спасибо всем зрителям, что смотрели мои ролики в течение этого года. Даже если я вам не очень сильно нравлюсь, как-то выгляжу не так, говорю неправильно и... Ну, вообще неадекватный какой-то, как бы, да, все мы любим или ненавидим мои позорные обзоры. Мне за них даже, наверное, немножечко стыдно, но совсем чуть-чуть. То есть это такой фановый контент, не относитесь к этому слишком серьезно, как-то надо будет сделать отдельный полноценный ролик об этом, но как-нибудь потом, после того, как сделаю видео на более важные, существенные и актуальные темы. Да, я помню, что обзор, особенно пушек, да и брони 5 уровня вы уже ждете, наверное, полгода, да и начальных уровней пора перевыпускать, да и на 4 уровне были некоторые изменения, тоже в принципе можно освежить, и как бы топы, они всегда популярны во всех играх, поэтому стоит за них взяться, но я что-то как-то не спешу, потому что... Об этом мы сейчас и поговорим. Я имею в виду итоги года на канале Play to Play. Перед тем, как мы перейдем к цифрам, которые я и сам не особо сильно рассматривал, я объясню, почему так получилось. В начале года у меня был музыкальный проект. Всем вам хорошо известная Аня пела песни, мы снимали кое-какое на это видео, и я как звукорежиссер доводил это более-менее до ума. Звукорежиссурой занимался мой друг, прошло, сколько мы это, где-то летом мы забросили этот проект, даже не летом, даже весной, и я уже забыл, что я там делал. Но это все равно забирало время и отвлекало от канала. Затем в начале лета я устроился на работу в кинотеатр, киномехаником. Снова. И это уже стало отбирать львиную кучу времени. Признаюсь, я до сих пор не вошел в рабочий процесс, чтобы можно было и работать, и отдыхать, и пилить контент. Но вы сами видите, какие ролики сейчас выходят на канале и в каком количестве. Одно то, что я не выпустил новогоднее видео перед Новым годом, да и обзора 0.69 патча тоже еще нет на канале. Я как раз уже собрался его делать, даже записал аудиодорожку, но выходит ивент перед Рождеством, перед 25 числом, и я такой, все, делаем видос по ивенту, потому что это, безусловно, важнее. Патчи выходят и проходят, а зимний ивент один раз в год. Ну, хотя патчи такие 4 раза в год, так что непонятно, насколько что там лучше или хуже. Хотя у меня есть небольшой инсайт, что 0.69c что-то принесет более интересное, чем то, что уже есть в этом патче. А вот и то, о чем я говорил. Пейнтбол убирают, а добавляют на постоянную основу гонку вооружений. Посмотрим, что из этого получится, какие будут награды в режиме и как оно вообще зайдет игрокам. Но да, это однозначно лучше, чем пейнтбол. Итак, цифры. Итак, за год на канале было 157 тысяч просмотров. Суммарно вы насмотрели почти 15 тысяч часов, и за год на канал подписалось 665 человек. И это печально, потому что в 2020 году было почти 1000. Но это все, естественно, из-за малого количества роликов и из-за их качества. Ну, то есть позорные обзоры, серьезно, на этом как бы не набрать ни подписчиков, ни нормальных просмотров. Если, конечно, прям по-черному не хейтить чуваков, чем я, в принципе, целенаправленно не занимаюсь. Потому что, зачем это мне претит? То есть я, наверное, немножко moral fag, насколько я понимаю значение этого слова. Вот. Ну и последний показатель — это расчетный доход. За год я заработал $95. И того у меня там уже больше сотни. Надо будет как-то вывести и подвязать карту. Я, кстати, вышел на стабильный доход. Это $8 в месяц. Жить с этого невозможно от слова совсем. Даже если было $80, это было бы гораздо в разы просто приятней. Но все равно, с этим ничего не сделаешь. Но можно было бы...
блин, ладно, на видеокарту такими доходами это год надо собирать, и то купишь с текущими ценами не пойми что. Да, я сижу до сих пор на 1050 Ti, это, блин, невероятно печально, конечно, но типа для сурвы хватает. А большего мне и не надо. А как бы, блин, прям особо больше, чтобы подключать больше других игр, что я вам обещал сделать в прошлом году, ну как бы такое себе. Кстати, в этом году ни одного обзора на другие игры помимо сурвы. То есть были у меня стримы по другим играм, но ролики, которые я планирую сделать, я все еще не сделал, потому что нужно время, которое, ну вы сами знаете где. Но тем не менее это прикольно. Я вам благодарен, что вы смотрите рекламу на моем канале. Другого выбора у вас, конечно, нет. А также за донаты на стримах, за эту поддержку. Да, иногда она впечатляет, там и 300 рублей бывает за стрим, а иногда стримишь, проходит 3-4 часа, и хоть бы кто-то десятку закинул. Есть у меня, кстати, канал на Бусти, там не появляется какого-то особого контента, и я его не сильно пиарю. Наверное, стоит. Я просто забываю это делать. Надо где-то себе сделать пометку и реально об этом регулярно говорить. Если бы там было 10 человек, которые донатили по $1 в месяц, это уже был бы доход больше, чем со всей монетизации на канале. Не факт, что больше, чем со стримов. Там я не буду смотреть, сколько мы за год собрали денег. Очень мало. В принципе, график сбора на видеокарту вы видите на каждом стриме. Я его не прячу. Итак, если у вас есть в первую очередь, конечно же, желание, и во вторую материальная возможность, можете меня поддержать. Я, по-моему, каждый год говорю, что я не выпрашиваю денег, особенно если вы школьник и у вас нету денег на пирожки. Вот, но как бы почему бы и нет? Почему бы и нет? По-моему, лучше поддержать Макса, чем выпить пару бутылок пива. Ладно, я не понимаю, это другое. Ну а так, вы, конечно, клевые. Вот итоги года, которые прислал мне YouTube. Можете заценить количество лайков, комментариев. То есть это все ваши заслуги. Это все вы и только вы. Также на стримах онлайн немножко подупал. Раньше вроде как было побольше, более 20 человек стабильно. А сейчас, ну, где-то до 20, я бы сказал, стабильно. Ну, то ли интерес к Сурвариуму падает, то ли я уже не тот, скатился и так далее. Но хотя люди потихоньку на канал подписываются, в принципе, аудитория мало-помалу растет, то есть это получается где-то 50 человек за месяц подписывается на канал новых людей, вот. Ну и как бы по комментариям видно, что новички все-таки появляются в Сурве, ну а старички тоже, может, Сурву не играют, но видео мои смотрят, потому что теплый, ламповый Макс. Особенно сегодня теплый и ламповый, и даже, я бы сказал, немножко дымный. Не знаю, заметили вы это или нет. Прикупил я дым-машину для всяких красивостей. Немного с вами поделюсь. Но какая-то жижа, короче, вообще отвратительная. То есть очень быстро рассеивается дым. Надо постоянно поддувать. И запах у него такой себе присутствует. Ну, в горле у меня не першит, но задымленность помещения нужно постоянно поддерживать. То есть нельзя так накачать и там 10 или 15 минут совсем об этом не думать. Не знаю, кстати, как на камеру будет видно. Пришлось сегодня снимать на телефон. Не могу найти быструю карту памяти для фотоаппарата. То есть медленная есть, я могу фотки делать, а быстрой нету. Не пойму, куда положил. Не могу видео снимать. Я, конечно, видео пару месяцев, наверное, не снимал и карту памяти не видел. Ну, из дома-то она никуда не могла потеряться. В общем, как-то поищу, найду, думаю, получится красивее. Вот. Кстати, насчет дыма я все же немного ошибся. Да, это самая дешевая дым-машина. Она может заполнить дымом помещение где-то в 25 квадратных метров. А я просто мало надымил, нужно было раза в 3 больше, потом его рассеять, тогда да, картинка выглядела более интересно. Но и освещение в кадре слишком равномерно. Вы заметили, насколько это более интересно выглядело на стримах.
Хотя на них тоже я помещение нормально не задымил, как-то сделаю все по красоте и вам отдельно покажу. Локацию обустроил, приехала новая декорация, чтобы вы всегда помнили, что Макс это огонь. Табличку не стал переписывать, у меня там написано Barrett Only Love, то есть вот, надеюсь, мы вскоре продолжим наши стримы. В погоне за Барреттом осталось примерно 27 часов, так что, надеюсь, как-то вот так. А, еще дым какой-то такой неравномерный. Вот. Ну, еще, наверное, пару слов о себе. То, что я устроился на работу, как бы существенно улучшило материальное положение, позволяет покупать вот такие все прикольные штуки. Конечно, блин, на видеокарту нужно реально напрягаться и копить, и то, что я себе ее куплю, как бы для канала и для меня прям особо ничего не поменяет. Ну, можно будет поиграть в какие-то тяжелые игры, прохождение которых я оставляю на потом, потому что на минималках там в 30-50 кадров бегать с просадками, ну, вообще мне не интересно, то есть хочется дождаться вот толковой производительности, там, Cyberpunk какой-нибудь, ну и что-то вот в таком духе. Но на какие-то такие небольшие улучшения стало хватать. Но чисто мне эта тема интересна со съемкой видео, с монтажом, с этим всем. Вот, кстати, два ракурса. Это у нас веб-камера, которую вы видите на стриме, выглядит печально. Ну и старенький телефон за $115 2018 года Meizu. Тоже так себе, но в принципе пойдет. Итак, конкретных планов на следующий год, наверное, нет. Я уже никому ничего и даже себе не хочу обещать. И в принципе, возможно, вы догадались, что какой-то интерес к компьютерным играм у меня немного подугас. То есть я не говорю, что закрываю канал и так далее. То есть, в принципе, мне прикольно снимать, монтировать. Вот даже такой разговорный блог. Тем более, вот есть пару ракурсов. Особо я, наверное, не буду использовать такие перебивочные кадры. Потому что, ну, типа, наверное, смысла нет. Хочется снять вот такой лайтовый разговорный видос под какую-нибудь рождественскую ненапряжную музычку. И, кстати, сейчас уже заканчивается 1 января. Так что с наступившим вас Новым годом. Блин, каких-то шуточных игровых пожеланий я, наверное, вам давать не буду, потому что, ну, как бы... Вот, игры такое. Тем более аудитория постоянно растет, ну, возрастом, ну, типа стареет, но старость слово так себе, поэтому растет. И как бы игры становятся все менее и менее интересны, поэтому там больше фрагов, меньше лагов, так себе пожелание на самом деле. Но, в принципе, от него я тоже не отказываюсь. Ну, а вообще, берегите себя. Если вам что-то интересно, то занимайтесь этим. А если что-то неинтересно, то не занимайтесь этим. Да, капитан очевидность, как всегда. Потому что жизнь одна, она довольно коротка, и в сложившихся экономических и каких-то, ну, не политических, а пусть будет биологических обстоятельствах, ну, прям жизнь может оборваться очень быстро, резко и неожиданно. Поэтому не стоит тратить ее на какую-то пустую фигню. То есть, как бы, если она вам приносит фан и не забирает все свободное время, то есть немножко отдохнуть, расслабиться, да, ок. Но если вы там по 3-5 часов в день залипаете в сериалах каких-то или рубитесь в игры, ну, каждый день или почти каждый день, то, ну, блин, чуваки и девчонки, придумайте себе хобби, как бы, ну, не то что оставьте какое-то наследие, ну, просто, не знаю, заведите тот же YouTube-канал, то есть, ну, делитесь чем-то людям, то есть, как бы, это реально приятно, то есть, вот, ну, вы очень классные, с вами интересно общаться, то есть, вот, какая-то маленькая такая локальная аудитория, конечно, мне там условно хочется 100 подписчиков, как бы, ну, кому не хочется, потому что их всех можно будет пригнать в
сорву, ну не всех, ну многих, и как бы поднимем Сурвариум, вот, ну тем более со 100 подписчиков можно нормально денег зарабатывать, стану, в общем, инвестором и буду двигать в Сурвариум в том направлении, в котором мы хотим. Но я не знаю, насколько нужно денег закидывать в Сурву, чтобы реально быть, ну, одним из управляющих вектором развития игры. Но почему бы нет? Так что донатьте, донатьте. Ни один ваш рубль, гривна или тенге не пропадут зря. Походу я запорол чат записи с этой камеры, и вы все время смотрели на меня с той камеры, а смотрел я в эту камеру. Но как бы, блин, что-то отвлекся. Думал, место закончится. Хорошо, что проверил, но... Блин, был бы фотик, то все было бы тоже... Хотя нет, фотик я бы мог, ну короче, ладно. Но я думаю, вы не сильно обиделись. Коль не получилось сделать предновогодний стрим, хотя я хотел, я просто сидел 31-го, монтировал ролик по СКЛ, закончил я где-то в 10 вечера, вот, и пошел встречать Новый год с приятелями. В принципе, неплохо посидели, лампово, но, как всегда, там в 3 часа ночи врубили фильм, и под него все благополучно заснули, и там до утра все было так скучновато продвигалось. Кто-то проснулся после фильма, а кто-то нет. Ну, в общем, могло быть веселее, но, в принципе, я не жалею, то есть это лучше, чем сидеть дома. Ну и компания была, в принципе, неплохая. Да не, ну чё я, хорошая была компания. Еще раз спасибо вам, что вы есть, что вы со мной, что вы с Сурвой. Ну и остаетесь на канале, приходите на стримы, поддерживаете даже, возможно, немного рублем, ну или лайком с комментарием. Вот, за это вам спасибо. Я пытаюсь как-то наладить все-таки свою жизнь, работу и отдых, и более стабильно выпускать контент. Возможно, буду делать его чуть проще, но я не про позорные обзоры, потому что позорные обзоры, ну, проще просто некуда делать. Вот, я имею в виду какие-то нормальные, полноценные ролики, которые, ну, будет интересно смотреть. Нет, ну с этими лучшими видео за прошлый год я реально заморочился. Может, чуть попроще, но все же вот такие вот актуальные темы в ютуберской среде. Это называется вечно зеленый контент. Ну, не настолько он вечно зеленый, но гораздо больше актуальнее, чем какие-то обзоры обновлений, которые актуальны, ну, как бы 3 месяца примерно до того, как выйдет следующее. Ну, хотя, в принципе, вот ко мне заходят люди на стримы и такой, что нового в Сурве? Я такой, посмотри ролики по обновлениям, там 4-5 роликов в год, и ты все узнаешь. Если на это нету времени, смотри итоги года. Ну вот, за прошлые года посмотрел, ознакомился, и смотришь за эти года. Ну а за этот год смотришь просто ролики с обзором, обновлением, и, в принципе, становишься в курсе Сурвы. На канале как раз более 215 роликов, можно всегда что-нибудь посмотреть, что пропустили, может что-то не особо актуальное. Блин, надо плейлист делать, наверное, типа «это точно актуально», как-то так назвать. Вот, я думаю, будет забавно и интересно. Ну что же, на этом все. Вдруг я что-то вспомнил, я это добавил закадрово. Спасибо за просмотр, вы лучшие. Делайте все то, что я вам посоветовал делать ранее. И я уверен, что мы все вместе сказали Hasta la vista. 2021. И мы и дальше продолжим видеться в 2022 году. Ведь... I'll be back. What?